Приветствую всех на канале Реальный Харьков. В этом видео хочу рассказать и показать, что происходит в Харькове, какие новости, события. Подведем, так сказать, итоги недели. Начну с хорошей новости. 48 детей родилось в Харькове за неделю. Об этом сообщили в Горсовете. Среди новорожденных 25 мальчиков и 23 девочки. Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8813 детей. В Харькове планируют потратить еще почти 10 миллионов гривен на озеленение. Закупают более 1000 хвойных деревьев, 5200 кустов и 4000 травянистых растений. Напомню, в Харькове из-за изменения климата заменяют липы засухоустойчивыми деревьями. Липы не выдерживают жару, поэтому город высаживает клены и дубы с дренажом и аэрацией. В Харькове на днях прошли митинги против законопроекта о НАБУ и САП. Собралось очень много молодежи. Протестующие разместились в районе Площади Свободы и здания Дворца детского и юношеского творчества. Далее участники акции прошли по Сумской и Рыморской к площади Конституции, а затем к лестнице, выходящей на Сергиевскую площадь. Последние дни российская армия атакует Харьков новым видом БПЛА «Черника». Его сейчас видите на фото. Особенность данного БПЛА является его относительная дешевизна и использование простых материалов, таких как пенопласт, что делает их сложными для обнаружения системами радиоэлектронной борьбы. БПЛА оснащен самонаведением, несет по меньшей мере 3,5 кг взрывчатки и поражающие элементы, а дальность полета достигает 100 км. 22 июля 2025 года данный вид БПЛА ударил по индустриальному району Харькова. Беспилотник упал в парке «Зеленый гай», где всегда много людей. К счастью, никто не пострадал. Позже также было зафиксировано попадание БПЛА «Черника» в том же районе. Дрон не разорвался, но упал на территорию частного домовладения. 24 июля Харьков снова был атакован «Черникой». И снова индустриальный район города. Прилет в частном секторе. Повреждено частное домовладение, без пострадавших. 25 июля 3 таких БПЛА атаковали Харьков в течение одного вечера. Один БПЛА ударил по центральной части Харькова в Киевском районе, поврежден многоквартирный жилой дом. Затем, примерно через час после первого прилета, было зафиксировано еще одно попадание в центре Харькова, неподалеку от первого места прилета. А еще через менее чем 2 часа зафиксирован третий удар БПЛА «Черника».
также по центральной части города. Потом уточнили, что дрон взорвался в воздухе без последствий. Ебало, что-то, сука, осколки. 24 июля российская армия ударила по Харькову новым оружием. По данным прокуратуры, россияне использовали КАП с УМПБ-5, дальность пуска около 100 километров. КАП с УМПБ-5 – это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции. Харьков уже стал как полигон для испытания разных видов оружия. То новые дроны, то новые авиабомбы. Так вот, 24 июля зафиксировано попадание этой новой авиационной бомбой в гражданское предприятие, где вспыхнул пожар. Другое попадание вблизи многоэтажного жилого дома. 43 человека пострадали. Было выбито более 470 окон и 110 балконных стекол, а также повреждены 2 кровли, оборваны провода уличного освещения. – 25 июля Российская Федерация нанесла удар КАБом по тубдиспансеру в индустриальном районе Харькова. Бомба проломила крышу здания и повредила внутренние помещения. Пострадали 14 человек. По данным властей, на момент удара в диспансере находилось более 10 пациентов и 15 человек персонала. В ночь на 26 июля войска Российской Федерации нанесли по Харькову более 20 ударов. Были применены 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и 15 БПЛА. Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. Пострадали 5 человек, среди них 4 спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета, во время повторного удара. В результате ночной атаки 26 июля критически повреждена районная котельная, которая обеспечивала теплом 53 тысячи жителей. Объект дважды попал под обстрел. Работники уцелели благодаря бетонному укрытию. Котельную восстановить до отопительного сезона не удастся. Ее перенесут. А это манеж ХАИ, спортивное сердце университета. Эти фото и видео теперь навсегда часть истории ХАИ. И даже когда пройдет время и все будет восстановлено, когда снова в зале будет звучать студенческий смех и греметь спортивные соревнования, эти кадры останутся навсегда для поколений, чтобы помнили. Спорткомплекс уже был восстановлен после обстрелов 2022 года. Он функционировал. Там было много секций. Дзюдо, футбол, теннис, баскетбол, тренировки по скалолазанию, карате и тому подобное. Ну а ночью 27 июля новая серия взрывов прогремела в Киевском районе Харькова. Удары пришлись по гражданскому неработающему предприятию. После удара БПЛА загорелся частный дом в Киевском районе города. Также попадания зафиксировали в Шевченковском районе. А еще существует высокая вероятность того, что саранча может попасть на территорию Харьковской области. Об этом сообщила Господребслужба в Харьковской области. Взрослые особи саранчи могут мигрировать на десятки и даже сотни километров в сутки, а при благоприятных погодных условиях до 200 километров и более. Это означает, что за считанные дни или недели саранча может достичь нашего региона и нанести значительный ущерб посевам. Харьков вне топа. Ни один местный вуз не вошел в 5 лучших в Украине.
Среди харьковских вузов Каразинский университет занял лишь 6-е место в общенациональном рейтинге. Это лучшая позиция среди 17 вузов города, попавших в топ. В отличие от предыдущих лет, лидерами рейтинга стали университеты из Киева и Львова, что, по словам аналитиков, связано не только с показателем качества образования, но и с изменением подходов к оценке преподавательской, научной и международной деятельности вузов. Ну и посмотрите, какие красивые закаты в городе Харькове.